Хэллоуин – ночь, когда границы между живыми и мертвыми становятся тонкими, а тьма пробуждает тех, кто давно должен был остаться в забвении. 5 подростков решили снять видео для YouTube в заброшенной больнице, не зная, что именно их ждет в этих стенах. Крики, которые казались забытыми навсегда, возвращаются, а тени прошлого оживают. То, что они увидели и услышали, изменило их навсегда. И теперь вы тоже услышите шепот Хэллоуина, который зовет в самое сердце ужаса. Приветствую, я Даррен Майклсон. Добро пожаловать в темную сторону реальности. В ночь на Хэллоуин 5 друзей Эмили, Майк, Джейк, Софи и Люк решили снять видео для своего YouTube-канала. Темой было «Самое страшное заброшенное место города», и выбор пал на старую больницу, о которой ходили мрачные слухи. Говорили, что ее стены помнили крики пациентов, исчезнувших без следа, и что в Хэллоуин их духи возвращались. «Давайте сделаем это видео легендарным», – сказала Эмили, держа камеру. «Или станем частью легенды», – усмехнулся Майк, на что все рассмеялись. Когда они подошли к больнице, здание выглядело как из кошмара. Заколоченные окна, облупившаяся краска, густой туман, который будто двигался сам по себе. Сразу воздух показался ледяным и странным. Неприятный запах старости и плесени проник в легкие. Первый этаж был почти пустым, но каждый шаг отдавался эхом. Они снимали все подряд. Старые каталоги пациентов, ржавые инструменты. Вдруг услышали шепот: «Уходите». Все замерли, он повторился, и казалось, что звучит из всех стен одновременно. «Просто ветер», – попытался успокоить Майк, но его голос дрожал. Они поднялись на 2-й этаж, где стены были покрыты пятнами, похожими на кровь. Эмили повернула камеру и замерла. В конце коридора стояла девочка с пустыми черными глазами. Она исчезла, когда к ней пытались подойти, а затем появилась прямо за их спинами. Сначала они смеялись, думая, что это кто-то из друзей шутит, но потом Софи крикнула «Это не мы!» и указала на остальных друзей. Все были рядом с ней весь этот момент. Страх парализовал их, но двери, через которые они вошли, захлопнулись сами собой. Фонари начали гаснуть один за другим. Из темноты начали вылезать тени пациентов. Расплывчатые фигуры с пустыми глазами, руки которых тянулись к подросткам. Они шептали: «Вы теперь с нами, навсегда». Подростки бежали по коридорам. Каждый поворот становился все опаснее. В какой-то момент Софи споткнулась и упала. Эмили обернулась, чтобы помочь, но Софи исчезла. Остался лишь крик, который эхом разносился по пустым стенам. 3-й этаж был еще страшнее. Старые палаты, покрытые ржавыми медицинскими кроватями и облупившимися стенами. Тут уже явно ощущалось присутствие духов. Двери скрипели сами по себе, лампы моргали, а по полу словно кто-то ходил, но никого не было видно. Джейк заметил силуэт женщины в рваной больничной форме. Она смотрела прямо на них. Ее рот двигался, но голоса не было слышно. «Нам нужно бежать!» – крикнул Майк. Они нашли лестницу, ведущую на чердак, где ветер свистел сквозь разбитые окна. Там был старый операционный зал с хирургическими инструментами, лежащими на полу. И тут девочка с пустыми глазами снова появилась прямо перед ними, тихо улыбаясь. «Вы забыли меня», – прошептала она, – «но теперь мы все вместе». Подростки бросились вниз по лестнице и выбежали на улицу только на рассвете. Камеры чудом сохранились и зафиксировали все. Тени, странные лица и последнюю улыбку девочки за их спинами. Видео стало вирусным на YouTube. В комментариях писали: «Смотрите, кто стоит за ними» на конце. Но настоящая жуть началась после Хэллоуина. Эмили, Майк, Джейк и Люк начали видеть Софи в своих комнатах. Она шептала им: «Вы забыли меня, но я вас нашла». Со временем они начали видеть и других призраков больницы. На их окнах появлялись силуэты, ночами слышались шаги по пустым комнатам, а камеры, которые лежали дома, сами включались, показывая старые коридоры больницы. Софи стала частью больницы навсегда, а они теперь связаны с этим местом. Каждый Хэллоуин они будут слышать шепоты и видеть тени.
пока не вернутся туда, где все началось. И даже когда друзья пытались рассказать об этом людям, никто не верил, только камеры знали правду. И лишь смельчаки, которые посмотрят видео, смогут услышать тихий шепот, зовущий в заброшенную больницу.